Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вчера мы с вами сделали очень страшный дизайн на Хэллоуин. Сегодня у нас вторая Настина рука. Поскольку мы очень долго задержались с первой рукой, у нас получилась накладка со следующей клиенткой. В данном случае у нас до прихода клиента оставалось буквально 15 минут, и нужно было на этой руке изобразить что-то очень быстрое. На самом деле мы сначала думали быстренько приклеить наклейки, хотя Настя сразу кричала, что наклейки у нас приклеить не получится очень быстро, потому что мне быстрее нарисовать, чем клеить наклейки. По итогу так и вышло. Мы начали клеить наклейки, потом я их попыталась немножечко пробежаться праймером, чтобы растворить, для того, чтобы легче было перекрыть, и у меня растворились наклейки полностью и поехали вместе с топом. Поэтому нам пришлось наклейки поснимать и что-то очень быстро рисовать. Когда мы рисовать начали, вторая клиентка у нас уже сидела. Итак, сегодня у нас дизайн за 5 минут. На самом деле нечто подобное мы с вами уже делали. Делали мы это с вами при росписи свистка. Такие себе сложно сочиненные вензельные элементы, когда у нас один уровень вензелей идет из блесточек, а вторым уровнем вензельных элементов мы подчеркиваем все наши прорисовочки и добавляем какого-то объема и воздуха, то есть добавляем еще тонких прорисовок для того, чтобы подчеркнуть воздушность и кружавостость. Надеюсь, есть такого слова, а если нет, то я его только что придумала. Неважно. В общем, кружевное вот такое вот ощущение от нашего дизайна. Итак, первым делом делаем заготовки для наших вензелей. Гель-лаком с блесточками 198 быстренько накидываем для себя будущее расположение вензельных элементов на весь ноготь. Далее перекрываем финишным покрытием и тоненькой кисточкой, беленькой красочкой начинаем прорисовывать тоненькие вензелечки, которые собираются у нас в композицию. Как я и говорила, выглядит это очень нежно и очень необычно. И если при этом сменить цветовую гамму, сделать, допустим, синенький фон, то будет выглядеть еще и очень по-зимнему. Поэтому берем себе на заставочку, на карандашик, сохраняем себе, возможно, куда-то в соцсети путем репостов, для того, чтобы не потерять. И потом вспоминаем об этом очень вовремя, когда придет зима. Или у кого пришла уже зима, тем уже будет очень вовремя. Мы же тем временем тоненько по вензелям, рядом с вензелями, в смысле с нашими замалевками, подготовками, мы и по контуру, и где-то внутри, и где-то рядышком, и немножечко подвинув, добавляем тоненькие вензельные беленькие элементы. Заполняем таким образом, чтобы конечный результат был достаточно наполнен по нашему мнению. При этом, обратите внимание, никуда не спешим. Кисть работает максимально плавно. Кисть не рвет краску, кисть тянет красочку за собой таким образом, чтобы красочка помогала работе кисточки. Поэтому ведем очень-очень плавненько, очень-очень медленно. И при этом дизайн у нас занял в конечном итоге ровно 10 минут на 2 пальчика, с тем, что мы еще и сидели, веселили соседнюю клиентку.
Итак, вот такие вот ноготки у нас сегодня с вами получились. Вот такой у нас вышел дизайн, очень необычный, очень интересный. Кстати, вот этот вот бордовый цвет, который у нас на соседних ноготках, он сам по себе тоже очень здорово смотрится. Такое впечатление, как будто он изнутри светится. В общем, парочка таких быстрых вариантов должна быть в арсенале каждого мастера, поэтому забирайте и запоминайте. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!